Ой, мы в Сан-Паулу. Для краткой сводки, Сан-Паулу — это не просто самый большой мегаполис в Бразилии или в Южной Америке. Это самый большой мегаполис вообще всего южного полушария. Интересный тот факт, я сегодня прочитал, что Сан-Паулу — это город, который назвали в честь святого Павла. Но я, соответственно, тоже Павел, поэтому я надеюсь, что святой Павел поможет нам здесь выжить, пережить все наши дни и не быть ограбленными и убитыми. Аминь. Мама должна знать все наши передвижения. Мы в аэропорту Сан-Паулу, и мы провели минут 15 в поисках того, как выгодно поменять деньги и где их можно снять. И вывод такой: везите с собой наличку, либо не приезжайте в Сан-Паулу. Что мы нашли? Оказывается, можно доехать от аэропорта Сан-Паулу на шаттле, на автобусе бесплатно до станции метро в центре, от которой вы потом уже куда хотите доедете. Вот мы сейчас и ждем этот гребаный автобус. Обожаю автобусы. Бом диа. Я устал. Пока, вот знаешь, похоже реально на Россию, да, чем-то. Но здесь на самом деле приятные люди. Энрике, мы познакомились с Энрике. Так, короче, для метро не надо покупать билеты. Вы можете просто заплатить по карте, вот так. Все, проходите, говорят. В Дубае даже так нельзя. Метро в Сан-Паулу вообще, вот я сейчас прочитал, является крупнейшим, опять же, не во всей Бразилии, а вообще во всей Южной Америке. И ежедневно перевозит порядка 5 миллионов человек. Это возможно? Сегодня это самое крупное метро и одно из там лучше всех функционирующее. Я не знаю, как это сказать. В общем, оно в год перевозит больше, чем 1 300 000 000 людей, пассажиров. И сколько метро стоит? 88 центов. 88 центов. Вообще ничего. Наконец-то заселились в наш кондоминиум. Прилетели мы в 10 утра, но с Божьей помощью и с Данилиной помощью тоже мы вышли из дома в 2:30. Мы решили, что в целом мы не будем, наверное, строить никаких особо планов, потому что скоро закат, а после заката до рассвета нужно дожить, поэтому мы лучше доживать будем в комнате. Мама, я поел сегодня в самолете очень много раз. Нас предупредили, на самом деле уже местные, что здесь достаточно опасно и лучше не... Это красный для машин. Они корзины для мусора все делают вот такие в сетках. Интересный факт про Сан-Паулу номер 828. Сан-Паулу – это единственный город в мире, в котором нет вообще на официальном уровне никаких рекламных баннеров и щитов. Сан-Паулу настолько густонаселенный город, и метро и общественный транспорт здесь не справляется достаточно часто. Поэтому, если вам нужно куда-то быстро добраться, здесь есть вертолетное такси. И оно настолько распространено, что Сан-Паулу является вторым городом в мире после Нью-Йорка, конечно же, по количеству вертолетных площадок. Про язык. Мы, мне кажется, были готовы к тому, что никто не будет нас понимать, и мы никого не будем понимать. Но, честно говоря, была хотя бы какая-то маленькая надежда, что по-английски хоть что-то говорят. Ну или по-испански. Но пока не очень. Вообще здесь официальный язык в Бразилии португальский, потому что многие годы это была португальская колония. Сан-Паулу начался в 1554 году, когда португальские иезуиты решили основать тут небольшое поселение. Их план был прост: мы принесем вам христианство, а вы в ответ, просто согласитесь. Но коренные индейцы явно не спешили, у них и без этого были свои ритуалы и повседневные дела, вроде охоты, собирательства и избегания миссионеров. В 17 веке в игру вступили бандейранты, португальские авантюристы и по совместительству профессиональные любители чужих земель. Эти ребята приходили в новые места, чтобы искать золото и расширять границы. И, как вы догадываетесь, слово «дипломатия» в их лексиконе отсутствовало. Настоящий взлет Сан-Паулу начался в 19 веке с кофейного бума. Итальянцы, японцы и немцы потянулись сюда рекой, а уже в 20 веке Сан-Паулу стал индустриальной столицей Бразилии. Заводы, небоскребы и бесконечные пробки. Сегодня Сан-Паулу – это крупнейший мегаполис Южной Америки, где граффити покрывают каждую стену, электрическая проволока окутывает все дома, а бездомные стали неотъемлемой частью городской панорамы. Но интересный факт, еще один.
на португальском языке в Сан-Паулу только говорят людей больше, чем во всей Португалии. Ну вот первые впечатления бросаются в глаза, но помимо того, что мы идем сейчас по какому-то трущобному району, хотя это достаточно центральное место, мы идем в сторону центра. Под мостом куча бездомных, все как положено, в общем, в цивилизованном мире современном. Палатки, свобода чувствуется. Живи не хочу. Но ощущается на самом деле колорит. Вот очень разные люди. Город контрастов? Нет, очень разные люди, я не хотел про это сказать. Колорит в том, что реально сколько разных типажей уже встретили, да? И какие-то маньяки-убийцы, и какие-то трансвеститы. И пока не встретил красивые люди. Кстати, люди здесь очень красивые, да, это замечаешь, люди красивые. Не того, как они там одеваются или еще что-то, они сами по себе красивые. Да, они ухоженные. Ну и правильные черты лица, что ли. Я не знаю, что значит правильные черты лица, мне никто не рассказывал. Красивые. Красивые. Вот нам здание нравится. На самом деле здесь еще очень, конечно, бросается в глаза вот эта разноплановость абсолютно разных зданий по высоте, форме, стилю и так далее. Наверное, не то чтобы это какая-то изюминка этого города, а почти везде так. Здесь очень сильно развит стрит-арт. И он, зачастую неплохой абсолютно. И очень круто дополняет общую атмосферу. Смотри, как красиво. Oh, thank you. Obrigada. Only Brazilian people. What's to drink? Like something like local, maybe. Local alcohol. Beers for sure. Cheers. Очень вкусно. Я реально не очень люблю пиво. Но это прям вообще просто одно из лучших пив, которые я пил. Такой, знаешь, абрикосовая косточка. What about everybody says not to go out during night time or evening time? You have to be in the hotel, no? No, not exactly. I don't think so because No, you don't have to do that. But you must be careful. Yeah, sure. Depends on where you are. Keep an eye. Yeah, keep an eye and that's it. The most difficult thing is gonna find someone who speaks English. Yeah, probably. I speak Spanish in Brazil. Some people are gonna think maybe feel offended. Oh, really? We don't speak Spanish. Better speak in English or just point some stuff. Can I help you? Okay. But Good to try know. not to speak Spanish. Okay. We don't like it sometimes. All right, all right. Собор Сан-Паулу, в котором мы находимся, является самым большим религиозным сооружением Сан-Паулу. Для оформления интерьеров собора использовано более 800 тонн мрамора. Да? Несмотря на то, что весь собор построен в неоготическом стиле и является одним из самых крупных соборов неоготического стиля, купол собора построен в стиле Ренессанс и повторяет купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, который является одним из венцов католической архитектуры. Также стоит отметить, что в соборе установлен орган, созданный в 1954 году. Это самый крупный орган в Латинской Америке и имеет 5 клавиатур, 329 остановок, 120 регистров и 12 тысяч труб. Также вообще в этом соборе в крипте находятся гробницы всех епископов Сан-Паула. Вот здесь есть 5 основных нефов, которые формируют крест, как и во многих соборах той эпохи, которые символизируют христианство. А неф — это, по сути, свод. Не будем мешать людям молиться, Данил. Но, кстати, витражи здесь не то чтобы впечатляли, что ли. Если вы никогда не видели католических соборов, наверное, да. Достаточно сложно разобрать, потому что витражи очень высоко, они мелкие, и непонятно, что на них происходит. В отличие от парижских соборов, например, где витражи можно часами разглядывать. On the right side. Кстати, в метро, мало в каких заведениях здесь говорят по-английски, в метро здесь дублируют на английский речь. Потому что не все надписи продублированы. И я уже говорил, что метро здесь достаточно большое, из 88 станций состоит. Самое интересное, что все эти ветки принадлежат разным компаниям частным. И зачастую, чтобы купить билет у одной компании, действуют абсолютно другие правила, нежели чем у другой. И тарифы тоже. Но в целом, можно сказать, что метро очень чистое, комфортное и, мне кажется, достаточно безопасное.
Но, насколько я вычитал, метро здесь не настолько удобное, например, как их местная сеть электричек, на которых мы вчера добирались из аэропорта. Но вот она очень популярна, и вообще там пассажиропоток еще больше, чем в метро. При том, что ты покупаешь билет на метро и пересаживаешь на электричку, тебе не нужно покупать новый билет. То есть ты условно там в рамках $1 примерно 88 центов можешь по всему городу спокойно передвигаться. Все для людей. Вообще сразу бросается в глаза то, что метро здесь, вагоны, они намного шире, примерно, мне кажется, раза в 1,5 шире, чем в России. А еще в метро Сан-Паулу, несмотря на то, что этот город выглядит очень хаотичным, но здесь люди стоят в очередь на посадку, специально есть вот такие знаки, и люди спокойно себе стоят, никого не трогают. На нас очень странно посмотрели, когда мы попытались просто подойти к платформе. Но при этом, когда ты гуляешь по городу, очень много достаточно классических построек там в стиле классицизма, европейских, то, к чему ты привык в Петербурге и в Москве в том числе. То есть, и вот этот микс, он постоянно тебе напоминает, что ты где-то в новом месте, как будто бы ты здесь не был. Ты все это видел по отдельности. То есть местами, особенно внизу где-то или на столбах, это Азия с кучей проводов. Местами это прям Европа, а местами это постсоветское пространство. И это очень нравится. Хочешь салат изготовить еще? Да, я очень хочу салат. Честно говоря, я уже не помню, когда было так, что совсем туго с английским в плане даже кафе, и надо фоткать каждую страницу, чтобы понять, что там написано. Горячая дырка со свежими помидорами. Здесь uno salada simples. What is good? Meat? Mini country. Carne? Carne? Good? Bueno? Окей. Короче, надо выбирать кредит. Шоу де бринде. Так. 500 у меня кредитов. Вот еще сразу туда запихнем. 900 кредитов есть. Как играть? Куда нажимать? Так, почти бонус. Где бонус? Выиграли 20. Проиграли 400. 2800! То есть мы 3 раза умножили деньги, которые мы положили. А можно вывести? Да. Вводи. Вот видишь, они перечисляются на мой счет. Правило казино. Что ты выиграл, все, вводи. До 2500. How to collect? Кабрар? Это первый раз, когда мы что-то выиграли в казино. О! Обригадо. Смотри, мы положили 9 дирхам, 9 динар, вот уже 10, вот 20, 25. И у нас есть кэш наконец-то. Да, это первый раз я что-то забираю. А монеты красивые, смотри какие. А тут мне нравится на самом деле, как изображают они природу местную, животных. Десятки попугай. А с другой стороны всегда какая-то женщина. В общем, порции какие-то колоссальные. Салат просто листья с помидором, все стандарта. Бобы. Люблю бобы, кстати. Вот я заказывал жареное мясо. Его подают с гарниром. Всем, что возможно. А у Даньки курочка. По-моему, вот это $6 стоит. Но это все очень стоило недорого. Короче, мы не знаем, какими чудесами, но мы заплатили за счет на двоих меньше, чем $10. Это какие-то чудеса. Еще мы деньги выиграли. Но еще мне принесли брахму, пиво какое-то местное. Сейчас будем пробовать. Да, я не знаю, это холодильник, думаешь? Наверное, да. Я хочу посмотреть, как говорят в Португалии, за ваше здоровье. Асауджи. Мы тут спорили, бутылка обычная или нет, вот она вот здесь находилась. Я говорю, что обычная, но Дань достал, и она оказалась, 600 миллилитров. Я не видел нигде больше. Вообще, несмотря на все советы не гулять вечером, мы решили выбраться и погулять вечером. Ничего пока в целом небезопасного не ощущается, но и полной безопасности себя не чувствуешь, потому что очень много
вечером вылазит из сумрака странных людей. Их больше появилось, но всяких сумасшедших, людей со странной походкой. И очень много полиции на каждом шагу. Наверное, неспроста. Ну, надеюсь, что нам не придется узнать, по какой причине все это происходит. Но в целом город очень красивый вечером. Ну просто нам завтра ехать. Как она будет отжимать эти вещи, я не понимаю. Ну просто вот это, конечно, это пиздец. Я вот переводил, ну типа хлорный актив, санитар воды. Против комаров работает. Видел, да, микроволновку тоже? Вот зацени, это просто калькулятор, блядь. Короче, мы проснулись. Посмотрите на этот шикарный рассвет. Ну, хует. Из прикольных наблюдений. Есть люстра советская, есть люстра, не знаю, югославская, блядь. И здесь нету ни одного крана с горячей водой. По дефолту есть в душевой лейка, которая нагревает воду. Такая пластиковая. Везде решетки на окнах. Это очень важно. В любом случае такая атмосфера, что, ну, как бы, вполне возможно в любую секунду встретить какого-то человека в непонятном состоянии или настроении, который может, мне кажется, там и камеру вырвать, и ударить, и просто испортить настроение. И если вы, например, очень сильно впечатлительный человек, ну, как бы, навряд ли вы пойдете гулять здесь. Девушкам особенно страшно будет. Сегодня покайфую, чем вчера вечером. А вообще пахнет навозом. Мы прям зашли на собак и на бездомных. Это ужасно. В России тоже было бы много вот так валяющихся людей, если бы было тепло, да. Какие-то люди, что там, что она сделала? Она просто увидела у меня камеру, и она показала мне, типа, я не знаю, как это показать, она облизала свои пальцы и засунула себе в жопу. Еще, короче, периодически ты идешь по Сан-Паулу вот примерно в такой позе, когда ты закрываешь нос. И при этом ты закрываешь нос, и главное не закрыть глаза, чтобы видно было под ногами, где лежит говно. Это правда, я сейчас рассказываю правду абсолютно. То есть, ну, как бы, ничего не гиперболизирую, не придумываю. И причем здесь нет такого, что ты заходишь в какой-то район. Ты просто идешь, типа, вроде центральный район, типа, все окей. Заходишь в другой переулок, и все, начинается пиздец. Почему-то там этот переулок более привлекательный для людей без места жительства. Согласен. Вот, наверное, она. Hi guys! Oi, esse sanduíche aqui ele é bem tradicional. Ele existe desde 1933 no Mercadão, tem 91 anos já aqui e ele é famoso pela quantidade de mortadela. It's too big. Geralmente as pessoas elas dividem para 2 pessoas porque ele é bem grande, mas tem os fortes que conseguem comer sozinho. Nesse aqui ele vai tomate, alface, queijo, mas são 2 tipos de tomate, o seco e o italiano, né? Faz muita diferença, porque não fica aquela coisa seca. Mas também tem só o mortadela também, para quem for corajoso e quiser enfrentar só o mortadela. It's famous because it's very big. I speak in English. It's famous because it's very big. Antigamente as pessoas que vinham aqui, elas pediam um sanduíche e ele era dessa finurinha. Então, a partir do momento que adicionaram uma quantidade maior por uma reclamação de um dos clientes, eles adoraram a ideia и aí investiram, и aí ficou famoso. Короче, Даня уже точит свой сэндвич. Надо показать все-таки, ладно, как он это смачно делает. Нормально. Неплохо. Мяса много. Но это такая колбаса. Сейчас я расскажу настоящие эмоции. Но посмотрите, разве это не просто разнос извините меня. Мне кажется, если я переживу этот сэндвич, мне кажется, его не съем просто, но он огромный. У меня рот не откроется. Честно говоря, мне очень нравится.
Вы смотрите, сколько там слоев колбасы. Ну, я не знаю, здесь 30 слоев колбасы. Клубника с фиником. Так выглядит кешью в реалии. Вау. Вот ни на что не похож. Я не знаю, что это. Bueno. Don't bite. Yeah. Just. Yeah. Дайте ему десятку, да? Я не знаю, у меня нету налика. Ну вот интересно на самом деле гулять без путеводителей и без какого-то заранее изучения города, потому что вот сейчас буквально там в поисках еды мы нашли случайно монастырь Сан-Бенту, который на самом деле один из самых важных исторических памятников. 4 были сейчас. Типа, вот это самый крутой. Да. Потому он был построен в 1598 году. И здесь даже в 2007 году останавливался Папа Римский XVI, когда приезжал в Бразилию. Больше, на самом деле, про монастырь много сказать нечего, кроме того, что он открыт круглосуточно, любой день в году. И здесь можно отпустить свои грехи. Пойдем исповедаемся. Да, отец. Из разных источников можно найти информацию, что в Сан-Паулу проживает от 400 тысяч до 1,5 миллиона японцев. И вообще считается, что здесь самая большая численность японцев не в Японии живет. Я всегда думал, что на самом деле японцы живут только в Японии. И еще я тоже прочитал в одном из источников, что здесь есть огромный итальянский квартал, в котором живет итальянцев больше, чем в Риме. Ну, не зря это один из самых больших городов на планете Земля. Конечно, вот эта фраза про город контрастов, как бы мы много над ней не смеялись, что это самый большой клише и штамп, но, блин, получается, Сан-Паулу реально город контрастов. И это чувствуется на каждом шагу. Они здесь даже бамбук высадили, вот просто посмотрите. Вот сзади меня бамбук. Здесь бамбук, а у меня камыш. Is it Japanese beer? No. After him. You taste? Traditional. Free sample. Is it? This is going very cold. Это какая-то смесь пива и вина. It's not dangerous. And yes. Moscow that's as Dangerous? dangerous. You've been to Moscow? I live in Moscow. Dangerous. No. Yeah. Nowadays, no. Yeah, It's one of the most safest cities in the world. Ой, Паулистас. Ты вот знал, что Паулиста, как вообще знаешь, переводится Паулиста? Друзья? Ну, нет, совсем не друзья. В общем, Паулист – это человек, который живет в городе Сан-Паулу. Логично. Соответственно, Авенида Паулиста, на которой мы сейчас с вами находимся, куда я очень хотел попасть, но Даня очень сопротивлялся, это главная пешеходная улица Сан-Паула, куда люди приходят просто отдохнуть, прогуляться. И, кстати, вот мы сюда только зашли, и я заметил, что здесь очень спокойно. Чуешь? Здесь есть велодорожки, прогулочные дорожки, и все как-то неспешно прогуливаются. Вот здесь чувствуется такой замедленный какой-то темпоритм жизни. Сегодня это главный деловой район города. Здесь находятся офисы крупных компаний, учебные заведения и, конечно же, много кафе и ресторанов с местной кухней. Паулиста не так давно появилась, всего 1,5 века назад. Была основана скотопромышленниками и владельцами кофейных плантаций. Здесь всего сохранилось 2 или 3 исторических зданий с тех времен. Все остальное было разрушено и, как вы видите, застроено уже современным стеклобетонным архитектурным изыском. В отличие от других центральных улиц, на которых мы вчера гуляли, здесь чувствуется прям безопасность. Про часовые пояса. Как вам известно, существует 12 часовых зон. Так вот, Сан-Паулу, например, имеет разницу во времени с Москвой в 6 часов. То есть сейчас в Москве на 6 часов больше. Поэтому, конечно, это вызывает определенные трудности общения и работы, потому что мы помимо того, что отдыхаем, еще и работаем иногда. И приходится подстраивать свой график.
И, кстати, вот даже мы здесь всего второй день, но уже прослеживается большое количество каких-то выставок, галерей, музеев, и здесь реально очень много. И понятно, что мы все не успеем обойти, поэтому мы решили пойти в главный, в музей искусств. Тогда не бронируют билеты, потому что сегодня праздник, и мы бесплатно можем посетить музей. То есть сегодня так случилось, что в нашей поездке вообще все складывается идеально, и мы пришли в музей, который платный обычно, а он бесплатный. Этот молодой человек нам сказал, что мы можем просто онлайн все зарезервировать и пойти. Кстати, в музее здесь тоже все, вот есть вывески на английском. Здорово, хвалю. У меня есть официальная метка, то, что я почетный посетитель музея, у Дани тоже. Музей был открыт еще в 1968 году, и сегодня эта бетонно-стеклянная металлическая конструкция является одним из символов современной бразильской архитектуры. Именно поэтому этот музей вместе с его коллекцией, которая содержит более 8 тысяч произведений искусств, является национальным достоянием Бразилии. А вообще площадь его музея порядка 10 тысяч квадратных метров. Этого великолепного Иисуса нарисовал Жан-Август Доминик Ингресс. И, соответственно, картина называется «Просветляющий Христос». 1834 год. «Благословляющий Христос». Интересно получается. Вообще, я не то чтобы особо ждал от этого музея чего-то, потому что, наверное, до этого я был в музее в Сербии, и вообще-то мне не на что особо было смотреть, кроме нескольких. А здесь чудесным образом ты находишь большую коллекцию Ван Гога, Ренуара, Моне и других известных художников, которых невозможно не любить. Смотри, тут это русские императрицы. Но навряд ли это русские императрицы, но нарисованы в том же стиле. Я сейчас скажу, это не Павел случайно первый? Это пойми кто. И отдельный плюс, что для нас это минус, людей, которые хотят выпендриваться, кого они там увидели, что здесь ты картины воспринимаешь в отрыве от авторства. То есть ты подходишь, ты должен знать, как он так выглядит. То есть Ван Гога мы узнали и увидели. Остальных, чуть-чуть узнали. И в итоге для того, чтобы, если ты правда хочешь узнать, кто этот человек, тебе правда понравилась эта картина, тебе придется обойти и его посмотреть. То есть недостаточно просто взгляд опустить. Вот, тут видно. Вот. Причем ты же можешь... Рафаэль. Это Рафаэль, понимаешь? Я увидел на самом деле эту картину издалека и подумал, это что, одна из ранних работ Рафаэля? Но я не верил, что здесь будет Рафаэль. Я просто буквально недавно пересматривал документалку про Рафаэля, и вообще Рафаэль — это один из моих любимых художников эпохи Возрождения. Он вообще мужик крутой. Да, и вообще он просто не выебывался никогда, он был очень простой. Он был очень красивый. Не знаю, он умер в 37 лет, это грустно, конечно. Вот. Но для вас, для понимания, Рафаэль это был человеком, который открыл и переизобрел портрет в его современном понимании. До сих пор все художники, я утрирую, начали рисовать портрет так, как мы представляем себе слово портрет, потому что до этого большинство изображений людей были либо в профиль, либо в 3/4, а Рафаэль начал это делать первый в нашем привычном понимании. Вообще, конечно, у него интересная судьба. Посмотрите про Рафаэля, если вы даже отдаленно не интересуетесь искусством и живописью. Просто посмотрите, что это за великий человек. И я не про черепашку-ниндзя сейчас говорю. Это Сандро Боттичелли, например. То есть вообще мы здесь с вами видим секцию Возрождения. Но вот это ты можешь предположить, кто? Давай вот поиграем в эту игру. Я бы предположил вообще, что это может быть даже да Винчи, но это какой-то Пьеро де Кассимо. Похоже на Иеронима Босха. Потому что лодки рыбы это в его духе. Да. Видишь, ты сказал, что Босха, я добавил Иероним, дать знать, что я знаю, кто это такой. Круто. Да. И этажом ниже находится зал умопомрачительного современного искусства. О, смотри, наволочка. Эста кошинья. Мы пробуем какую-то местную булку, на самом деле ее продают на каждом углу. Ты видел? Да. Вот везде. Она недорогая, там что-то, сколько она стоит? Около $1. Внутри непонятно что. Ну вот пробуем. Bueno. Это очень
Такое кремовое. Непонятно, как будто там яйцо, мягкое тесто, майонез, курица. Очень выраженный вкус, яркий, соленый. Очень рекомендую. Вот эта панировка тоже божественная. Да, буквально. Я думаю, там просто глутамат натрия, больше, чем мясо. В Бразилии делают сок абсолютно из всего, даже из кешью. А сейчас мы решили попробовать сок из сахарного тростника. По сути, просто стебли сахарного тростника прессуют, добавляют сок лайма, и получается бодяга вот это. Сейчас попробуем. Это реально как вкус соломы с сахарным сиропом. Ну, прикольный вкус. Мне понравилось. Что вы думаете по этому поводу? Мне продолжает удивлять какое вот смешение типа вкусов, которые как будто ты их знаешь, но они вообще что-то новое совершенно происходит. Программа «Полиэтиленовый человек». Они говорили, что Сан-Паулу это город дождей, и они были правы, черт возьми. Мы на полпути к Вилла Мадалена. А Вилла Мадалена это один из самых интересных и премиум люкс районов Сан-Паулу. Поэтому даже дождь нам не помеха. Посмотри на этот поток. Мы в него сядем, мы доедем. О, аквапарк! Весь город аквапарк! Давай пустим кораблик. А, вот, есть. Ты помнишь, как надо делать? Нет. Блядь, порвал. Все, идем дальше. Все, идем дальше. Снимаю. Ну, район просто рад. Как вы поняли, мы уже почти до Вилла Мадалена. Можно понять по начинающимся граффити на задней стороне. Мы в переулке Бэтмена. На самом деле, именно с этого переулка началось развитие туристического района Вилла Мадалена с граффити, потому что именно здесь появилась первая граффити с призывом очистить город от зла. И это было не так давно. И после этого каждый кирпичик и каждая стена начали зарисовываться современными произведениями искусства. Более того, на самом деле здесь есть именитые граффитисты, я не знаю, как их зовут, которые известны во всем мире, и их работы можно найти в этом районе. Плюс ко всему, Вилла Мадалена – это тот район, в который с каждым приездом в Сан-Паулу вы будете находить новые картины, потому что с определенным промежутком времени они закрашиваются и дают место новичкам. Em São Paulo, fui criado na estrada desde os meus 2 anos de idade. Com 15 anos de idade eu saí com R$3 no bolso e fui parar em Brasília. Voltei depois de uns 2 meses e me apaixonei pela estrada. Hoje eu tô com 29 anos, faz 14 anos que eu vivo da minha arte. Tive a honra de conhecer de 15 a 18 estados do Brasil. Obrigado. Obrigado. Все. Я теперь protection. Cristal de quartzo. Quartzo crystal symbolize clean energy chakra. Cristal de quartzo limpa a energia dos chakras. Esse aqui vem da Chapada Diamantina, na Bahia. Cool. Obrigado. De nada. And can you tell just a little about the Villa Madalena? What it is area for? Why it is so famous? Aqui no Beco do Batman é a maior exposição de arte e cultura a céu aberto da América Latina. Aqui reúne grandes artistas de diversas partes do mundo. Eu trabalho com um estilo de joalheria medieval. Basicamente o joalheiro medieval, trazendo réplicas históricas e milenares aí pra galera de instrumentos esquecidos na história, como a mandala tridimensional budista, uma réplica feita em monastérios no Tibete. Improvise for you, symbolize music, man. Mark page, mark in the book, contribution for literature, yeah? Yeah. Treble clave, mark in the page.
Triple Clave, Symbolize Music, marking the page. Né? Present for you, man. Thank you. Forever welcome, Brasil. Obrigado. Resistência de rua. Obrigado. Thank you, man. Thank you, man. Thank you. Thank you. Вообще, вилла Мадалена отличается еще тем, что здесь просто нереальное количество модных хипстерских заведений, баров, клубов. И вечером, после заката, это место превращается просто в один большой бразильский карнавал. Особенно в пятницу. Традиционный бразильский крепкий алкоголь. Кашаса. Кашасу делают из сахарного тростника, который мы сегодня пили. А теперь мы пьем сахарный тростник опять. Только крепкий. Попробуем. Ладно, да. Вообще обычно я пью крепкий алкоголь без каких-либо эмоций на лице. Но кашаса это такая кашаса, честно говоря. Это прям ром, только в 4 раза концентрировано. Я не знаю, сколько она градусов, но нам прям очень горькая и горит все во рту. Но прекрасно. Самое то, чтобы не заболеть после этой дождливой погоды. Я сейчас снял кроссовок, которые я купил в Колумбии, и которые мне заверяли, что они не промокают ни в каких условиях, а они просто мокрые насквозь. Так что Колумбия, но я приду и сдам вам обратно эти кроссовки. Это пи***ц. Ну, касаться, ты попробовал, тебе понравилось. Но ты не пил стоп. Чуть-чуть, но я думаю, это и не надо было вот так выпивать, бля. Ну, обригадо. Так приятно вечером просто посидеть в местном баре без туристов, насладиться вот этим колоритом, контрастом, просто выпить пиво и вспомнить, что ты устал. Приятно на самом деле здесь находиться, несмотря на то, что поздний вечер, и это не самый туристический район, в котором мы живем. Но чувствуешь себя достаточно безопасно. А еще, мне кажется, мы все-таки начали немножко учить португальский, ну, не волей. Я уже как будто могу что-то говорить. Обригаду. 11 час времени, и мы решили немножко поужинать легко, и мы поэтому взяли блюдо, которое сразу на двоих, порция, ну, чтобы не переедать. Вот оно. Это пармиджано. Я если честно. Это просто можно накормить класс школьников. И ну это пиздец. С собой, пожалуйста. Давай есть. Знаете что? Мы это все захавали. Нет, ну мне нельзя так питаться на самом деле. Ну это пиздец. Ну это вот реально, это я я еще бы готов был съесть это, мне кажется. Мне кажется, я правда... Что? Это очень вкусно. Ну, я не знаю, а вся Южная Америка нас капой едой. Это очень вкусно. Наравне гитарной партией в основе, чтобы подчеркнуть лиричность и душевность экстаз. Текста на авениде Паулиста, где не гаснет огонь, в шуме города ярком, где музей не требует бронь, в ритме быстрых шагов и в блеске уличных сцен. И я почувствовал сердце Сан-Паулу за пару съемочных смен. Но где вилла Мадалена граффити рисует вновь, где светится жизнь и кружит